Как и все кулинарные каналы, мы берем свои рецепты из книг, форумов и даже других каналов YouTube. Найти какой-то новый авторский рецепт сейчас практически невозможно. Весь интернет пестрит фразами. Послушал рецепт у Карлсона, который улетел. Все в шоке, просят рецепт, награждают медалями, отписывают наследство. Идешь готовить, а по факту получается нечто, что и самому невозможно съесть. Куда уж говорить о рекомендациях. Бла-бла-бла, кликбейт – все это понятно. Но нужно быть хотя бы честными перед самими собой. Пустая трата времени и продуктов. В связи с этим мы хотим ввести у нас на канале рубрику проверки рецептов, чтобы обезопасить ваше время, деньги и нервы. А назовем ее «Разрыхлители рецептов». И первым будет рецепт домашней вареной колбасы. Немного терпения, и вы поймете, как эту колбасу можно и нужно готовить, а как не стоит. Вы на канале «Есть рецепт». Усаживайтесь поудобнее, налейте себе какао. Мы начинаем. Все ингредиенты вы сейчас видите на экране. Вы можете нажать паузу, чтобы подробнее их рассмотреть. Я начну с приготовления мяса и бульона. У меня одно куриное бедро весом 200 грамм и одна свиная вырезка весом 600 грамм. К ним добавляю одну очищенную луковицу и одну морковь. Этот рецепт не открытие. Мы постарались его немножко усовершенствовать. Несколько горошин черного перца. Все заливаю достаточным количеством воды, так как вариться придется этой похлебке 40 минут. Следующий шаг – все достать из наваристого бульона, который, признаться честно, пахнет очень вкусно. Но я обещала семейству домашнюю колбасу. Бульон процеживаю через сито. В итоге есть 350 мл жидкости. Общий вес мяса в уже сваренном виде около 600 грамм. Мясо измельчаю на мелкие кусочки, чтобы было легче измельчить его блендером. В оригинальном рецепте используют только курицу. Я решила, что будет вкуснее с разными видами мяса. С куриного бедрышка снимаю кожу и отделяю все кости и точно так же нарезаю на небольшие кусочки. Для удобства все перекладываю в глубокую посуду. В горячий бульон добавляю агар-агар. Если вы не знаете, это растительный желатин из бурых и красных водорослей. Агар-агар содержит большое количество витаминов, микро- и макроэлементов, а также других полезных человеку веществ и намного полезнее желатина. К мясу кладу один небольшой зубчик чеснока, чайную ложку соли, щепотку мускатного ореха и черный перец по вкусу. Для того, чтобы колбаса получилась розового цвета, натираю на терке одну небольшую свеклу, с которой выжимаю 1 столовую ложку сока. Смешиваю мясо с бульоном и достаточно долгое время измельчаю его блендером. Идеально подошел бы блендер с чашей. За форму я взяла пакет тетрапак от тростникового сахара. Вырезала сбоку отверстие и переложила все в формочку, тщательно все утрамбовывая. Обматываю пищевой пленкой и оставляю на ночь в холодильнике. Вот и время пробовать эту а-ля докторскую, как говорят на просторах интернета, после которой навсегда забываешь о покупной колбаске. В предвкушении делаем анбоксинг нашей вареной колбасы. Структура, хочу заметить, очень схожа с докторской, достаточно упругая и очень вкусно пахнет. Как в лучших домах Парижа, намазываю на скибку хлеба майонез, ну и сверху кусок колбаски. Что вам сказать? Это не колбаса точно и не паштет. Суховато, растворяется во рту и, как по мне, не заслуживает внимания. Не тот результат, который ожидаешь. Больше готовить я ее точно не буду. А теперь я вам покажу колбасу, которую ест даже мой малыш. Она с почти такими же ингредиентами, которые сейчас перед вами на экране. Снова беру смесь куриную и свиную. Куриную грудку измельчаю на кусочки. У меня 500 грамм.
Очищаю одну луковицу и один небольшой зубчик чеснока и нарезаю эти овощи на небольшие кубики, потому что все буду измельчать блендером. Чтобы мясо не забивалось вверху блендера, в первую очередь кладу лук, потом небольшую часть куриной грудки. В идеале использовать блендер в виде стакана. В этом рецепте не нужно все доводить до состояния пасты. Я вам рекомендую посмотреть вкусный рецепт куриной грудки с овощами. Ссылка сейчас появилась в правом верхнем углу. Основу нашей колбасы нужно охладить. Теперь очередь свинины. Она придаст аппетитный вид в разрезе. Нарезаю ее мелкими квадратиками. То же самое делаю с сыром. У меня 80 грамм. Ребята, поддержите наш канал пальчиком вверх, подпиской и комментарием. Все перекладываю в миску и добавляю чайную ложку соли, щепотку мускатного ореха, половинку чайной ложки паприки, черный перец и 2 грамма агар-агара. Вы можете заменить его 7 граммами сухого желатина. Чтобы все ингредиенты подружились и взаимно обменялись вкусами, нужно все хорошенько перемешать. Беру рукав для запекания и разрезаю боковую часть, чтобы получить кусок прямоугольной пленки. На нее выкладываю колбасную смесь. Аккуратно поднимаю край и заворачиваю в рулет. И завязываю хвосты. Вы можете придать любой размер. Можно сделать небольшие сардельки, можно сделать узкую колбаску. У меня получилась вот такая упитанная форма. Кладу в воду и готовлю 2 часа на среднем огне. Потом сливаю воду и даю хорошенько остыть. Ребята, к сожалению, самая вкусная еда – это вредная. Но раз мы осуждены на то, чтобы есть, будем есть хорошо. Это очень вкусная колбаса. Мы ее едим холодной. А вот мой муж любит немножко поджарить ее на сковороде, чтобы расплавить сыр. Посмотрите, как аппетитно она выглядит в разрезе. Однозначно рекомендую ее попробовать. Ну и написать в комментариях, как она получилась у вас. Приятного аппетита и вкусных вам рецептов!